Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Катерина, и этот канал о вязании. Сегодня я приглашаю вас на мой второй отчет в рамках совместного проекта «Детская пора». Сегодня последний день, 30-е, и я спешу поделиться с вами моими успехами, продвижениями, что я за это время сделала. И давайте посмотрим. Я приготовила для вас, как вы уже знаете, я вяжу свитер для нескольких детей и уже начала вязать из шикарной пряжи лилово-розовой. И мне хотелось посмотреть переливы цвета. Посмотрите, какие супер переливы цвета. Эта пряжа меня покорила, что нету таких четких полосок, а есть вот такие вот переливы цвета, очень подходящие друг к другу. Пряжа от Нако Омбре. У меня готова спинка. И вот такой перед, уже не посередине не розовый, а лиловый. Начало розовое и конец, плечики розовые. И готов перед. Можно было бы вязать и дальше, рукава и так далее, но мне захотелось начать из такой же пряжи. Вот такой вот моточек весь размотанный. Тоже вязать перед и спинку. И по такой же схеме вязать всем деткам сначала, да, сначала перед и спинку, и потом рукава. Посмотрите, какая расцветка здесь тоже очень красивая. Это тоже от Нако, да, Нако Омбре, и здесь уже красно-черная расцветка. Этот свитер будет для мальчика. Очень-очень красиво, очень мне нравится. Просто замечательно. Спинка тоже у меня готова. И я начала вязать перед. Немножко повязала, пока готовилась. Вот начало переда. Начало переда. И что хотелось сказать, что вот этот розово-лиловый свитер я вязала на кубических спицах 4,5, а красно-черный я вяжу на акриловых спицах 4,5. И знаете, вязка отличается. Вот этот вот, он более плотный, чем красный. Хотелось бы, конечно, в дальнейшем посмотреть. Я буду, наверное, отслеживать. Через годик скажу, сдайте ко мне все свитера и посмотрим. Хочу вот посмотреть, сделать эксперимент, какой свитер более прочный, долговечный, да, как эта пряжа себя ведет, и в зависимости от того, да, какими спицами я вязала, лучше поплотнее или немножко посвободнее. Да, он не немножко, совсем на чуть-чуть, может быть, на сантиметрик больше. То есть вязка такая не такая плотная. Оно может быть даже лучше, что она не такая плотная, как вот в этом свитере. Но это свитер, повторюсь, это для девочки.
а это для мальчика. Мальчик крупнее девочки, поэтому, в принципе, я попала в своем выборе спиц, да, я думаю, что я попала, потому как я это связала одно и то же изделие на один и тот же год ребенку, я имею в виду, но разными спицами дает разный результат. Это два изделия, которые у меня в процессе. Больше я ничего не делала. Мне уже немножко поднадоело это вязать, потому что такое монотонное. У меня в задумках связать еще два свитера. И на один я купила пряжу. Вот такой вот, из такой вот розовой я буду вязать. Другой бренд, Юлия. И совсем другая ниточка. Я попадаю здесь в плотность. Здесь на 100 грамм 170 метров. И состав 80% акрил, 20% шерсти. И потом сравню тоже, какая будет вязка и вообще какой свитер получится. Но мне надо перерыв между этими двумя свитерами, и время у меня еще есть. И я хочу связать пинетки, скорее всего, такие маленькие из новопришедшей мне пряжи от Drops Baby Merino. Вот такой вот замечательный лиловый цвет. На 100% шерсть. Что же я ищу? Тут написано на этикетке не крупно, но написано 100% мериносовая шерсть, скорее всего, по названию. В 50 граммах 175 метров. Посмотрю либо описание, либо какой-то мастер-класс. Еще, как бы сказать, не выбрала. И хочу связать на маленькую ножку в подарок мне пинетки. Тому же бебику, которому я вязала жилет. Жилет уже активно носится. Мама очень рада. И прислала мне фотографии, как это все сидит замечательно, чему я тоже очень несказанно рада. И это все будет в итоговом видео, я думаю. Она сказала, что она сделает фотосессию и разрешит мне это все показать. Да, на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии, ставьте лайк, переходите на девочек и смотрите, какие шедевры они вяжут для деток. А так как мое видео было очень коротеньким, то хочу пригласить вас в те парк, который мы посетили не так давно. Конечно, мы это сделали для нашего ребенка, но ребенок у нас посмотрел двух зверюшек и все проспал. Родители все обходили, все посмотрели, такую большую площадь. Когда уже на выход, он открывает глаза, типа, веселите меня. А мы уже все, мы уже посмотрели, ноги устали, ноги болят, мы уже хотим домой кушать и сесть на диван. А ребенок у нас все интересное пропустил. Но ничего, придется идти в другой раз. Итак, я вас приглашаю в лес дождей немножко и посмотреть пару зверюшек. Пока-пока!
Hoch runter. Was? Wir gehen erst einen Rundgang raus und dann haben wir uns die anderen Treppen. Ah ja.